Всем привет! Сегодня я хотела бы показать вам все свои платья и заодно посмотреть на них самостоятельно, вспомнить, что у меня есть и, собственно, подумать, для чего какие подходят. Давайте начнем. Первое платье вот это мое домашнее платье. Оно летнее и очень легкое и очень короткое, поэтому я и ношу его дома. То есть стоит мне поднять руки, оно очень сильно задирается, поэтому оно превратилось в домашнее, либо я ношу его летом на пляже. У него есть пуговки, они расстегиваются, есть сзади вот такая завязочка. Вот, в принципе, оно мне нравится. Прикольное платье для дома, в принципе, в самый раз. Давайте посмотрим следующее. Это платье будто бы Томми Хильфигер, но это неправда. Оно просто с тунисского рынка. Но мне нравится, как оно выглядит. Оно такое, как под спортивное платье. Сейчас покажу. Так, да. И, в принципе, тоже я его ношу летом. Вот тут даже есть какая. Я про нее забываю. Такая надпись. Вот. В принципе, оно для такой средней жаркости погоды вполне подходит. Там до 23 градусов точно. Вот, поэтому тоже его ношу. Мне нравится, мне кажется, оно достаточно симпатичное. Вот, и хоть это и не настоящий Томми Хильфигер, но на самом деле очень качественный. Тоже вот есть пуговки. Мне нравится, что оно с таким воротничком, двухцветное. Вот, так что прикольное платье. Давайте дальше. А это, наоборот, зимнее платье. Шерстяное, очень теплое. Длинное платье. Это единственное мое зимнее платье. Очень долго искала какое-то. Оно мне немножко велико, потому что мне его подарили. Вот, но в целом для зимы оно мне нравится. Нравится, что оно такое достаточно нейтральное. Можно его совсем одеть под любой случай. Вот, поэтому его я ношу, но не в такую погоду. Сейчас жарко, поэтому давайте мы перейдем к следующему. Это еще одно домашнее платье. Оно уже растянулось немножко, подизносилось, ему уже 10 лет, но в целом оно хорошо выглядит, поэтому я оставила его для дома. И у него такой очень хорошо тянущийся материал. Такой. Я его купила в H&M, но стоило совсем недорого. И долго я его носила, в принципе. Сейчас для дома в самый раз, но и летом оно выглядело хорошо. И давайте дальше. Это теннисное платье. Когда-то я занималась большим теннисом, и вот оно осталось у меня с тех времен. Я сейчас использую для занятий фитнесом. Мне оно нравится очень. Мне нравится дизайн. Тут 2 лямочки, тут 1. И вообще оно прикольно выглядит. И мне нравится идея спортивного платья, потому что почему бы и нет? Почему бы нет? Если под платьем есть шорты, то в чем проблема? Это красивая или спортивная юбка, например. И я люблю в таком заниматься. Вот. И действительно, тем более мне даже оно немножко напоминает какое-то такое супергеройское платье, по-моему, прикольно. Вот такое платье, мне его отдали. Оно очень длинное, очень облегающее. И, в принципе, прикольное платье. Я бы его носила чаще, чем я ношу, а я этого не делаю почти никогда. Но оно мне очень сильно напоминает персонажа из Шрека. Я вставлю картинку, покажу. И из-за этого как-то редко я его одеваю. Вот, но так в целом платье красивое, хорошее. Мне очень нравится ткань, очень хорошего качества. Вот, так что тоже само по себе оно классное. Это платье вообще, как ни странно, с моих школьных времен.
И оно очень хорошо сохранилось, я редко его носила. Оно такое бархатное. И мне оно так нравится, что оно мне даже немножко уже маленькое, но я все равно его продолжаю носить. И мне кажется, что оно очень красивое. Оно вообще должно быть вот таким. Но у меня плечи уже большеваты, поэтому я придумала спускать его. И редко, но я его ношу. У меня не так много каких-то праздничных мероприятий, настолько праздничных, но все равно я рада, что я его не отдала кому-то, не выкинула, а до сих пор использую. А следующее платье. Мне очень нравится у него вот эта двойная юбка. Оно достаточно плотное, но в принципе даже в жаркую погоду в нем можно ходить, потому что открыты рукава, открыта шея, грудь. И оно красивое, действительно. Мне оно очень нравится. Оно было в двух цветах. Было еще такое же, но розовое с белым поясом. Но мне больше как-то понравилось черное. И до сих пор я им довольна и жалею, что очень редко выдается возможность куда-нибудь его надеть. Еще одно платье. Мне очень оно нравится. Оно такое, как будто бы для того, чтобы танцевать в нем. Танго, например. У него еще были плечи, но я их вытащила, потому что мне они очень не нравились. Мне казалось, что немножко как-то утяжеляет это все образ. Но в целом тоже очень красивое платье. Лучше, конечно, его, наверное, носить с лифчиком в данном случае. Вот, но я сейчас уже не стала. Просто хотела его показать. Издалека, конечно, оно смотрится намного лучше. И, конечно, тоже хочется больше поводов, больше мероприятий, где можно в нем выйти, потому что, конечно, для повседневной носки оно не очень подходит, в то время как я его очень сильно люблю. Следующее платье, покажу сейчас издалека. Я его купила просто из-за его цены, потому что оно стоило 200 рублей в секонд-хенде. Вот такое платье просто, представляете? В абсолютно идеальном состоянии, с подкладкой. Вот, покажу, с подкладкой. И 200 рублей всего. Я купила просто потому что, хотя в таком платье можно, наверное, только на выпускной пойти, или если меня на свадьбу позовут. Я его даже подшила немножко под себя, потому что оно было длинное, но так его мне и некуда носить, потому что никуда, ни на какие такого масштаба праздники меня с тех пор не звали. Вот, но вот такое возможно купить такое платье за 200 рублей. И это было не так давно, поэтому всякое бывает. Следующее платье. Оно очень легкое, очень летнее. И купила я его только потому, что несколько лет назад была аномальная жара. И у меня не было одежды на такую погоду, потому что я живу на севере, и для нас нетипична жара совсем. У меня было буквально одно платье, которое я уже показывала до этого, одним из первых. И все, мне было не в чем ходить. И я купила вот это. Оно, мне не очень оно нравится, но все говорят, что оно красивое. Но я с тех пор так и не купила других летних платьев, потому что не нужно особо. Вот, и поэтому использую его, когда все еще бывают редкие дни с жарой летом. Следующее платье, которое я тоже очень сильно люблю, оно выглядит немножко как пиджак, поэтому оно мне этим нравится. У него есть вот такие беленькие манжеты. Вот тут такой воротничок, пуговки. Я обычно даже не очень люблю такой стиль, но тут оно классное. Мне нравится. В нем можно и
на работу ходить, и оно и праздничное одновременно. То есть я даже ходила, если надо было, например, на работу, еще кармашки есть, но они ложные, тут ничего нет. А если надо было на работу, а потом на какой-то праздник, то вполне себе оно подходило. Так что тоже очень сильно его люблю. И зимой тоже, в принципе, достаточно плотное. Не настолько, конечно, но, в принципе, зимой в помещении в нем не холодно. И следующее платье тоже одно из моих любимых. Оно тоже такое где-то на стыке обычного, повседневного и праздничного. Тоже можно по этому же принципу в нем ходить на работу и на праздник. И было смешно, потому что моя подруга прислала мне фотографию в этом платье, только немножко другого цвета. И спросила, как мне платье. И я сказала, что где ты находишься, я сейчас приеду, я хочу себе такое. И в итоге мы с ней купили одинаковые, только у меня синий с серебряным, а у нее черный с золотым. В общем, оно очень классное. Сейчас уберу звук стиральной машины на фоне. Это еще одно летнее платье, но я его уже очень давно не носила. Хотя сейчас вижу, что оно очень даже красивое и симпатичное. Может быть, немножко широковато, хотя вроде нет, нормальное. Тоже с подкладкой. Так что вполне красивое, качественное платье. И даже такое серьезное по виду тоже можно и на праздник, и повседневно. Но, наверное, на жаркую погоду все же оно будет достаточно плотным. Но в целом ничего, вот что такой дизайн интересный. Давайте пойдем дальше. Следующее платье это Поло. Я не знаю даже, это настоящая фирма или нет, я не очень разбираюсь. Но оно тоже такое как раз по принципу рубашки Поло получается. Вот сейчас покажу издалека. В принципе, похоже на то, которое Томми Хильфигер было, ну, типа Томми Хильфигер. Это тоже, ну, оно не Поло, я уверена в этом, потому что куплено примерно там же, где Томми Хильфигер был куплен. Ну и, собственно, те же функции оно выполняет. Оно такое полуспортивное, я в нем как-то играла в гольф. И такое хорошенькое платье на не очень жаркую летнюю погоду. И вот это платье, оно одно из моих любимых тоже, сейчас покажу. Оно тоже похоже на пиджак. У него еще есть такие пуговки. Оно средней длины, где-то получается до середины бедра. Дизайн тут такой прикольный. И тоже, это тоже платье из серии можно и на работу, и на какой-то праздник. Достаточно плотное, так что зимой тоже мне было в него, в принципе, нормально ходить. И да, такой воротничок. В общем, очень мне нравится. Мне единственное, что кажется, что оно немножко великовато. Сейчас бы я купила, наверное, на размер поменьше. Но в целом я прям его очень сильно люблю. Оно классное. Это магазин Love Republic. И то, которое было тоже как пиджак, черное с пуговками, это тоже оттуда. Так что я довольна. Еще одно из моих любимых платьев. Это платье мамы моей подруги. И оно мне очень сильно нравилось. И моя подруга тоже его у нее брала и носила. И я очень хотела его. Она уже старая, ему уже много лет. Вот. И я хотела его. Но она не соглашалась даже продать его. И только согласилась обменять на сумку мою, которая ей нравилась. Вот. И мне нравится, что можно регулировать длину платья. Можно хоть так. А можно и вот так. И оно такое вроде бы простое, но по-своему прикольное. И тоже много куда подойдет. И поэтому я его тоже сильно люблю. И вот таким интересным способом оно мне досталось. Ну и вот такое платье, по сути, в нем мне его подарили, я его не очень люблю, честно говоря. Оно у меня немножко большое. Издалека лучше, чем вблизи.
В общем, я его не очень люблю, и редко ношу. По сути, в нем из примечательного только вот этот вырез, и если носить какое-то украшение, оно будет вот здесь. Ну, и это по-своему интересно, но долго я на нем, пожалуй, не буду задерживаться. Это платье уже было в одном из моих предыдущих видео, мне его тоже отдали. Такое оно очень интересное на ощупь. Сейчас покажу издалека. В общем, оно очень красивое на самом деле и более праздничное, но я его иногда и в повседневной жизни ношу. Единственное, что меня немножко смущает, когда такие открытые лямки, как у майки, я такие не очень люблю. Но можно сверху что-нибудь накинуть, и оно как раз оно довольно плотное, но для жаркой погоды, в принципе, самое оно очень подходит. И мне очень нравится вот этот вырез по ноге. Тоже очень, очень красивый. Ну и давайте перейдем к следующему. Это платье тоже из H&M. У него открытая спина. И вот такие рукава, я не знаю, это велюр называется или как, я точно не уверена. Оно стоило всего 700 рублей, и ему уже тоже лет 10, наверное. И я его носила довольно часто, но оно очень хорошо выглядит, как новое, поэтому классное, я им довольна. Видимо, в H&M хорошие платья, хорошие вещи, потому что они так долго не снашиваются. В общем, оно скорее праздничное, но и в повседневной жизни я его тоже носила. Почему-то его... Мне говорили, что оно какое-то откровенное, но не знаю, где. Только то, что спина открыта, но ничего такого я в этом, честно говоря, не вижу. Вот, так что мне оно вполне нравится, очень даже симпатичное. А это те платья, которые я очень люблю. Я не знаю, как они называются, вот такие длинные. Длинные и полностью закрытые. И мне они очень тоже нравятся. Они подходят и на не очень жаркую погоду. И если нужно действительно куда-то закрытое платье, но при этом оно облегающее и достаточно красивое, но и в то же время простое. В общем, я считаю, что вот такие платья, они универсальные. И мне кажется, то, что разработали такой дизайн, такой простой, но такой классный, это просто огромное достижение. Так что тоже довольна. Это одно из моих любимых платьев. Его уже очень много лет, я его часто ношу. Но оно даже тоже не скрывает, кстати, тоже H&M. И очень оно симпатичное. Я им тоже очень довольна. И очень рада, что оно у меня есть. И когда оно износится, я обязательно куплю себе такое же. Но я не знаю, когда это произойдет, потому что вообще ничего с ним не происходит. Очень часто его ношу, но нет, все нормально с ним. Ну и напоследок что-то не совсем стандартное. Это немецкое народное платье, оно мне большое. Я не знаю, зачем я его купила в Германии, оно стоило дорого. Мне почему-то захотелось его купить, мне показалось, что оно будет классным. Мне показалось, что оно красивое. Я считаю, что оно красивое, но я его никогда никуда не носила. И оно у меня большое. Я не знаю, как я его мерила. Ну, блин, что это? Просто что это? Но я его... Он у меня есть. Зачем-то, для чего-то. Я не знаю, что с ним делать. Никому такое добро не надо. Ну вот я его вот показала сейчас. Разве что. Так что есть у меня и такое платье. В общем, на этом все. Я показала все свои платья, у меня их много. Как вы видите, какие-то мне отдавали, какие-то дарили, какие-то я получала странными способами, какие-то просто купила, и они живут уже очень много лет. И очень много платьев, которые мне действительно некуда носить. Нет сейчас столько праздничных событий, куда можно было бы носить эти платья. Просто, не знаю, не набирается. Даже если какой-то день рождения, он не в таком формате проходит часто, чтобы носить такое платье. И плюс в северном климате мало какие платья можно носить. Это не очень практично. И это на самом деле жалко. Я сейчас уже перестала покупать платья, потому что просто у меня их уже очень много. И, в общем, вот как-то так. Я решила хотя бы показать их здесь, потому что они действительно красивые, классные. И хотя бы так я их использую.
Ну, спасибо за просмотр. Всем пока.